Мы начинаем кругосветку. Обращали ли вы внимание, что большинство из нас приходят в программу идеальными людьми? Мы ведь честные ребята. Ну, почти. И мы никому не завидуем. Да, а потом в программе мы становимся эгоистичными и завистливыми. Ну, да, наверное, думаю, все-таки мы были такими и до программы, просто не замечали. Меня больше смущает, что мне обещали счастливую жизнь. Вот каких-то там материальных благ, яхты для личного счастья у меня пока так и не появилось. Ну, все это, конечно, шутки, но ведь у каждого из нас были представления об AA, о Боге, об обещаниях. А теперь вот на эту тему своим опытом поделится наш спикер Мустафа, трезвый с 25 ноября 2019 года из Египта. Лариса, Мустафа, представляй. we are on. Go ahead and turn the mic on and say something. Hi, I'm Mustafa. I'm an alcoholic. I'm Здравствуйте, glad to be here. я Мустафа, я алкоголик, я очень рад быть здесь. I'm glad to be here, and I'm glad that I have the opportunity to be at service in this beautiful convention. Я Um, очень uh, рад, что у меня есть такая возможность, чтобы быть здесь и присутствовать на этой конвенции. I have been here for a while, and I've been listening to Russian language, but at the same time, I feel home. I didn't understand the word, but I still felt that I'm in a meeting, which is great. Я сижу уже достаточно давно здесь, я слушаю русский язык, и хотя я ничего не понимаю, я чувствую себя как дома. And this is the beauty of the program, is that I can check in anywhere with any language, but I like, even if I don't know the language, I kind of feel that everybody is speaking my language, which is, alcoholism. В чем красота этой программы, это то, что где бы я ни находился, в каком бы месте я ни попал, и на какую бы группу меня не занесло, если даже на этой группе разговаривать на каком-то языке, который я не понимаю, я все равно проникаюсь этой энергетикой, потому что мы говорим здесь на языке сердца. So I was told that I'll be speaking about section 11, alcoholics deceived me, and I read it, and I don't know if you guys have read it. So yeah, Mustafa, just give me a little pauses in between, okay? Like one or two sentences or so. okay. У меня сегодня тема, которую мне задали, на которую я буду сегодня говорить, я не знаю о чем, называется она «Алкоголики меня обманули». So reading this passage, I understood from it that, like I when I first came to AA, I didn't want to fully quit by the help of others. Если вы читали вот этот отрывок, который разворачивает мой блог, я тоже, когда пришел в анонимные алкоголики, я понятия не имел, что здесь вся система замешана на том, чтобы помогать другим. My dad was an alcoholic, and I heard about the program, and I knew that in order to recover, I had to stop alcohol forever. You stop for what? Last I have to sentence. stop. I have to stop alcohol forever, for life. Мгм. У меня отец был алкоголиком, и поэтому я про знала достаточно давно. И когда вот я пришел туда, и передо мной стоял выбор, что я должен перестать пить навсегда. So when I went to my first AA meeting, I had an idea of what was going to happen. Когда я пришел на свою первую группу, в принципе, у меня уже была идея, что должно было случиться. But of course, as an alcoholic, I didn't have any idea about others that helped me, sponsor, or the God in the texts. И, конечно же, как любой начинающий, я был алкоголиком, но я понятия не имел, что ожидать оттуда. Причем тут книжка или спонсор, или помощь другим, или принимать помощь от другим, и еще что-то про Бога. And I thought to myself, everybody here in this
Repeat it. You're breaking up a little bit. Repeat that again, please. They are right, but still I can do it on myself. И тогда я подумал, что да, конечно, ребята, вы правы, но я все равно буду делать все Sorry. по-своему. When I went to my first meeting, I correctly and I feel them, but I'm going to stop alcohol by myself. Ребят, это у меня тут прерывается, или у него тоже? Ведущие. Слышно? Его слышно или это только у меня прерывается Can you его? hear me? Слышно, слышно. Слышно. I think you're breaking up just a little bit. So, okay, repeat the last one, please. Не-не, Лариса, у него нормально все со связью. У тебя чуть-чуть, видимо, прерывается. Okay, I think the connection now is good. Yeah, okay. So I took the... Yeah. I was saying, I was saying to my first meeting ever, I heard everyone speaking about alcoholism and I felt that I was in the right place, but still, I'm going to stop alcohol by myself. I didn't want help from others. Когда я опять-таки пришел на свое первое собрание, мне все понравилось, я понял, что вы говорите о том, что нельзя пить, и говорили все это про какую-то программу, но я на тот момент совершенно не собирался принимать чью-то помощь, и я думал, что я справлюсь с этим сам. So I bought the book and I thought I'm going to study at home by myself, but of course I never read a single page from it. Конечно, я подумал, сейчас вот я книжку прочитаю, сам все выучу, но, естественно, закончилось это тем, что я не прочитал ни одного слова из этой книги. And then for 6 months, I have been dry, not working the program, but also not drinking, and I was very depressed. И вот первые 6 месяцев я вроде бы находился в АА, но я ничего не делал, и я находился в достаточно такой серьезной депрессии. And because of this, of my stubbornness, I was on a trip, on a vacation with one of my very good friends, and he was a user, and he suggested to me, like, maybe drink normally. И вот я поехал, значит, в отпуск, у меня там был приятель, который предложил мне наркотик. Говорит, ну, пожалуйста, давай сейчас попробуем, будешь модерировать это все, делать это все умеренно, и можно выпить. And because of his great suggestion, I had a year of my life drinking blackouts and a very bad rock bottom spiritually and mentally. Ну, естественно, куда это пришло, это только вырвало год моей жизни, когда я очень активно употреблял и выбросил, я был очень болен и телом, и душой, и все, что происходило у меня в жизни, было очень-очень плохо в этот год. And after this rock bottom that I think I needed, I found out that alcoholics actually did not deceive me. I deceived myself. И вот когда я стукнулся об это свое дно, вот тогда я уже понял, что это я сам себя обманывал, алкоголики мне не врали. I went to the meetings back and I begged them to tell me what to do to stay sober. I didn't want to be intellectual anymore. I didn't want to count on myself. I just wanted their help. И вот этим и закончилось, что я опять вернулся в программу, я опять пришел на эту группу. Но теперь я уже перестал включать свой интеллект, я уже обратился за помощью, и тогда я уже начал по-настоящему слышать людей. And when I started working the steps and the meeting, I found out that you cannot actually be dry and you cannot stop alcohol by yourself. You need help from others. И вот когда я начал уже программу, когда я начал вникать в суть этих шагов, и тогда я понял, что один я не справлюсь, и у меня никогда не было такой возможности, мне нужна помощь. And with that, I found out that whenever I am in the alcoholic me cycle only, I will die. And when I'm in a recovery program with alcoholic we cycle, when I get into this cycle, I can live my life happily. И вот тогда я понял, что один я не справлюсь, и вот в этот цикл, в который я должен был войти, который называется выздоровление, вот там мне нужно было остаться.
Now I have been working the program for gracefully 4 years and 5 months, and yeah, 4 years and how many? Сейчас я уже нахожусь в программе и выздоравливаю 4 года 5 месяцев. There has been in my recovery itself some ups and downs, and nobody promised me heaven. Конечно же, у меня были и взлеты, и падения, но никто мне не обещал легкой жизни. But the only promise they gave me is that when I'm with them, like when I'm around other alcoholics like myself, I can stay sober one day at a time for the rest of my life. Но то, что они мне пообещали, что если я буду оставаться в АА, если я буду крепко держать руку других выздоравливающих алкоголиков, то моя жизнь поменяется, и я, может быть, буду жить счастливо. And this started changing. I had this spiritual change that you call, and I have been more serene, not depressed and dry, and trying to do it on myself. Мгм. То есть сухая трезвость моя, она закончилась, и здесь я приобрел как раз вот этот душевный покой, который я всегда искал. So I also found out that in order to stay sober, I have to work the steps, which I didn't really want as well. Мгм. И для того, чтобы оставаться в трезвости и не сходить от этого с ума, я также должен делать работу по шагам. Вот здесь мне далось немножечко сопротивление мое помешало. Мгм. But every step I have resisted and then worked later, I found out after I worked it that it was crucial for my recovery. Мгм. Но с каждым шагом, который я прорабатывала, который мне не нравился или не получался, с которым у меня было связано какое-то отрицание, когда я его проделывал, вот тогда, оглянувшись назад, я уже понимал, что это хорошо выстроенная система, и она работает. I was a chicken when it came to step 4, and I was a very self-centered person, and I have been trying to escape and changed 3 sponsors. Мгм. Четвертый шаг для меня очень тяжело давался, потому что я откровенно трусил. И во время этого я поменяла аж 4 спонсоров, чтобы только не подходить к нему. And I found out that this step was inevitable in order to stay sober because I was very close to relapsing because not working it. Мгм. И, я на самом деле понял, что это совершенно необходимый шаг, и если я его не сделаю правильно и честно, то я сорвусь. It also brought my trust in a power greater myself and a trust in another human being and in my higher power. И вот таким образом, вот через это я пришел к осознанию того, что есть сила более могущественная, чем я, и есть сила у другого человека, который мне может помочь через нее. And like the relationship between me and my higher power that I was at first scared of from the program is a relationship only me and my higher power have of my own understanding. Мгм. И вот эти вот отношения, которые я пытался восстанавливать со своим Богом, это как раз мне помогло то, что я вроде бы сам себе его придумал, так, как я его понимаю. My sponsor has his own higher power of understanding. My sponsees have their own power, higher power of their understanding, but still we push each other to connect with our higher powers. Мгм. У моего спонсора своя особенная высшая сила, и то же самое у моих подспонсорных. Она своя, она очень индивидуальная, но тем не менее мы должны все стремиться вот именно к одному, каким-то образом найти его. And for the first time in my life, I can connect with something of my understanding greater than myself without having to be told what to do in this connection. И вот таким образом я нашел и приобрел ощущение вот этой высшей силы у себя не через кого-то, не то, что мне кто-то чего-то сказал, как это делать. Я начал это делать, эту осознанность, через то, как я его понимал. And also, when I have reached that point, which is that relationship with, which also has its ups and downs with my higher power, and I grew internally, and it changed my whole life. And I felt that if I have been given this freely, I need to give it to others freely as well. Мгм. И вот таким образом у нас на отношения с Богом, с моим тоже, они были взлеты и падения, и через это как раз я пришел к пониманию тому, что я должен помогать другим, чтобы найти
приблизительно то же самое. And this is so much unconditional love that I did not trust in the beginning that someone can give it to me without asking for money or for anything in return. И вот это вот как раз то самое осознанное и безусловное отношение к моей высшей силе. Мне это очень понравилось, потому что за это не требовались деньги ни от меня, ни от него. И отношения эти строились на полнейшем бескорыстии и доверии. And this is something that doesn't happen in the world because I had a sponsee that was doubting that I either work with the government or an FBI or something because I cannot be giving him this freely. Mustafa, just a little bit short sentences, okay? Because I'm losing the Sorry. point. Okay. Repeat that again, please. Okay. So I have been working with a sponsee who also one of my sponsee did not believe that I was giving him this program freely, and he thought I was working with the government. Ага. И вот приблизительно то же самое случилось с одним из моих подспонсорных, который пытался искать Бога, но он не верил, что это бесплатно. И он думал, что я работаю на государство. Or I'm going to do this in order to capture him, or I'm a police officer undercover, or a conspiracy theory, you know? И также я думала, что, может быть, он думал, что я, может быть, какой-то конспиратор, или, может быть, я в полиции, и сейчас его застукаю, или как-нибудь каким-то образом подцеплю и поймаю. But I told him, actually, the thing is, I am helping you. By helping you, I'm helping myself. Но я ему сказала: слушай, я, помогая тебе, я помогаю сам себе. And this is the cycle that I have to live in, and I'm happy that I can give it to someone else, and someone else will help me, and we are here for each other. Мгм. И вот таким образом получается, что я как раз стремлюсь и захожу вот этот самый цикл, когда это идет по кругу, когда я помогаю кому-то, этот другой помогает мне, и мы оба остаемся трезвыми, счастливыми и свободными. And for me to not be in this place where I'm at now, it means that I am dead. И то, что я нахожусь здесь сейчас, это просто-напросто подтверждение этой моей теории. So I'm grateful to be here. I'm grateful to be of service whenever I'm asked to, and I'm happy, and I wish you all the best and happy for being here. Я очень счастлив, что у меня есть возможность поделиться своей свободой и своим выздоровлением. И это доказательство того, что у меня все получилось, я сижу здесь и готов делиться, и готов помогать и быть полезным. That's it. Thank you. Все, спасибо. Спасибо большое. Очень-очень быстро. У нас еще много времени. Будем как-то с вопросами сейчас справляться. Спасибо большое за спикерскую. Пожалуйста, Лариса, переведи Мустафе. Очень многие Thank вещи. you so much, Mustafa. And we might have some questions for you as well, if you'd be so kind to answer those. Of course. Удивительно, как работает программа, что несмотря на языковой барьер, все эти вещи, они работают точно так же. И если можно, я бы начал с вопроса от себя. Мустафа, скажи, пожалуйста, какая девятка была самой такой, что стоило бы рассказать? Mhm. Igor, our leader, he said that he was very touched by your share, Mustafa, and he's like really believes that language is not a barrier at all for the Alcoholics Anonymous. And the question: what was the most challenging 9th step for you? Maybe you can share about that. The most challenging 9th step for me was my brother. I could not actually. I thought it was easier to talk to family, but it was not. Самый тяжелый для меня 9-й шаг был сделан моему брату. Казалось бы, семья, и вроде бы можно говорить о чем-то свободно, но это был совсем другой случай. I have been really a horrible brother and an egotistical brother, and have made his life hell. Я был ужасный брат для него. Я его жизнь в ад просто превратил. And I didn't know how to be vulnerable. И я не знал, как мне нужно стать
vulnerable. Катя, vulnerable. Уязвимый. Уязвимым. Уязвимый. Да, спасибо, Катюша. I wasn't in a house where I was taught or we were taught as a family to connect with each other emotionally. К сожалению, у нас в семье не было принято вот это вот коннект, соединение на эмоциональном уровне друг с другом. But after I felt that I had to do this amend, he told me that he was proud of me. Но когда я сделала этот 9-й шаг, и когда я попытался возместить ущерб в этом, он сказал, что он очень мной гордится. And I did not expect his response. Я совершенно этого не ожидал. Thank you. Спасибо большое за прекрасный ответ. У нас вопрос из чата. Что для тебя смирение сейчас? Mustafa, we lots of gratitude from the chat members, and the question: what is humility for you today? How do you understand it? Humility for me is knowing that no matter how much you're happy or you are sad, just understand that you are not alone in this world, and that Hold on, Mustafa, Okay. hold on. Okay. Don't carry away, 'cause, Okay. для меня самое главное в смирении — это то, что я знаю, неважно, грустно мне или я счастлив. It is as simple as doing service in the simplest service ever as even cleaning a meeting room. Я знаю, что прежде всего я не один. И это не важно, где это происходит, даже если это просто чищу там или мою полы после группы. And also understanding that you are not God. И также я понимаю, что я не Бог. That's all. Спасибо. Thank you. Спасибо большое за ответ, за такой понятный, доступный к пониманию перевод, Лариса. Следующий вопрос у нас звучит так. Что представляет собой его высшая сила? Как он с ней коммуницирует? Mustafa, the question is about your higher power. What type of connections do you have? What type of relations you have with your higher power? Can you describe it or him or whatever it is? How do you feel it? How do you understand the God of your understanding? I thought I always understand my higher power, which made me do a lot of mistakes. Я, когда делала ошибки по жизни, я 100% думала, что Бога-то я знаю. I do not understand my higher power at many times. И, естественно, я не понимал очень много раз это. But I have built a relationship, an honest relationship with the higher power. Но я выстроил вот эти вот честные отношения с моим Творцом, с моей высшей силой. Where it does not have any fear in this relationship or dishonesty. В этих отношениях нет ни честности, ни страха. As my sponsor told me before, that my higher power can hold a resentment. Как мне однажды спонсор мой объяснил, что моя высшая сила, она может держать какие-то обиды. My higher power does not. So you can hold the resentments, right? But not the higher power? But not the higher power, yes. Да, то есть он говорит, что у тебя могут быть какие-то обиды, но Бог никогда на тебя не обижается. And also this ease of just speaking to my higher power with honesty of how I am sad or happy. Я просто честно с ним постоянно разговариваю, неважно, когда мне грустно или весело. Makes it easier to connect. Это делает намного проще нашу связь. Because at the end of the day, it's honest feelings. I cannot hide it. Потому что в конце дня это все равно честность, и как я отношусь к этому.
But even if I don't understand what's happening in my life right now, Даже если я не понимаю, что происходит в моей жизни сейчас, I always trust that even if I don't like it, my higher power will take care of me. я доверяю, что даже если мне какая-то ситуация не нравится, моя высшая сила обо мне позаботится. And I don't like it all the time, but I have to trust it. Это не значит, что мне это нравится постоянно все, но я знаю, что я должен доверять этому. Because I have seen where I'm at right now by this trust. Потому что я теперь могу отличить одно от другого, где я нахожусь здесь и сейчас. That's all. Excellent. Thank you. Спасибо большое. И следующий вопрос у нас. Как он преодолел страх 4-го шага? Как все прошло? И было ли желание не быть честным в 4-м шаге? About your fourth step, Mustafa, can you tell us a little bit more about your experience with that step? Especially, did you have to deal with being honest in step 4? Yes, the problem wasn't actually with step 4, it was more with step 5 that I had to share all my secrets with someone else. Мгм. Ну, по поводу честности, это, наверное, ближе мне 5-й шаг, потому что вот там я честно и мужественно должен был рассказать какому-то другому человеку все свои секреты. And I have written this 4th step and hold it and left 3 sponsors running away from sharing it with them. И я, когда делал 4-ки, я заходила в этот шаг неоднократно, и целых 3 спонсора у меня было уволено только потому, чтобы не начинать этот 5-й шаг. But at the end of the day, I felt that I had a spiritual rock bottom. Мгм. Но в конце я понял, что я достиг своего эмоционального дна. And I could not hide it anymore. И я не мог это спрятать от себя больше. I felt that I had to work my step 3 better in order to trust God and to share it with someone else. Я всего лишь навсего должен был вернуться опять в 3-й шаг. Опять-таки, напомнить себе, что я должен доверять Богу в этом процессе. И это мне дало возможность двинуться в 5-й шаг. I had to pray for the will to share it. Я должен был молиться за желание, чтобы поделиться этим с кем-то другим. And when I did share it on step 5, I felt very comfortable after it. И после того, как 5-й шаг закончился, я почувствовала огромное облегчение. I felt like I have cleaned a lot of dust from my heart. У меня было ощущение, что я вот всю эту пыль со своего сердца стер и вымел. But then again, I haven't been very honest after that with my sponsor because I kept 3 4-step incidents that I will take to my grave. Но, тем не менее, в 5-м шаге я своему спонсору не рассказала о некоторых вещах, которые я собираюсь взять с собой в могилу. But after a year, I felt that I could not handle them anymore. Но год прошел, и я понял, что все, я с этим уже не могу ничего поделать, я не справляюсь, и я должен кому-то рассказать. And I felt that I needed to get rid of them as soon as possible. И я почувствовал непреодолимое желание, что я должен избавиться от этих секретов как можно быстрее. And when I shared these 3 incidents, I felt like I can breathe again. И вот когда я наконец-таки поделился с другим человеком этими 3 страшными секретами, то я тогда понял, что я теперь наконец-таки могу дышать. And it was just my disease trying to stop me from growing. Это всего лишь навсего моя болезнь. Очень не хотела, чтобы я продолжал расти. Yeah, that's all. Thank you. Супер, thank you. Спасибо большое. Еще у нас еще один вопрос есть. Пожалуйста, поделись про свою практику 11-го шага. Мгм. Mustafa, would you please share your practice of 11th step? Okay, so my practice of 11th step is I can speak freely and easily to my higher power anywhere, everywhere.
Все, что касается 11-го шага для меня, это то, что я могу совершенно спокойно в любом времени и совершенно свободно разговаривать с моей высшей силой при любых обстоятельствах. I just have to be honest on what I'm asking and not be selfish. Я всего лишь навсего должен быть честным того, что я спрашиваю, и не бояться. Мгм. And every time I include in my prayers myself only, it does not succeed. Как только я начинаю молиться о себе, почему-то ничего не получается. Я не получаю этого результата. I have tried to pray for myself only 1,000 times. Я всего лишь навсего, где-то 1000 раз пытался это делать. That it never worked, not even one time. Никогда не работало, даже ни одного раза. But it worked when I prayed for others. Но почему-то это работает, когда я начинаю молиться за других. And by praying to be better in my recovery so I can help others is the main purpose of step 11 for me right now. Для меня главная цель и главная основа моего 11-го шага — это то, что у меня есть возможность и желание молиться о других. И в этом состоит моя практика. My prayer does not need preparation. I just speak to my higher power wherever I feel that I want to. И я не должен обязательно готовиться специально к этому. Я говорю с моим высшей силой как только и где только, и во сколько только. То есть в любое время дня и ночи, и свободно, и честно. That's all. Thank you. Мгм. Thank you. Ведущие. Игорь? По-моему, он вылетел. Он уже вернулся. Окей. Я спрошу вместо Игоря. У нас вопрос такой необычный в чате. Подспонсорная заявила, что хочет худеть. У нее всего 23 дня трезвости. Как ее переубедить? Мгм. This is the 12-step question. The lady who's asking that, she has a sponsee, and that sponsee is only 23 days sober, and she wants to lose weight. What would you say about such an enthusiasm in the beginning of the program or recovery? To start something new, to start something different than just focus on alcoholic recovery? I honestly haven't had an experience with a sponsee trying to lose weight. But like my main, I don't wanna give a suggestion where I don't have an experience in that part, you know. Мгм. У меня, к сожалению, не было таких спонсируемых, которым нужно было терять вес, поэтому такого опыта у меня нет, и я боюсь ввести вас в заблуждение. Извините. I would suggest to my sponsee to talk to someone who has a similar experience. Мгм. Я бы предложила обратиться к предыдущих вот именно с этим конкретным опытом. Thank you. At least honest. Yes. Спасибо, Мустафа, за этот ответ. Следующий вопрос у нас звучит так. 12-й шаг, который наиболее запомнился. Какой он самый запоминающийся? Спасибо. 12-й шаг, который что, Игорь? Наиболее запоминающийся. Мгм. Хотелось бы рассказать. Мгм. Mustafa, would you please share your experience with the most remarkable step 12 that you did to somebody, approach somebody or help somebody, something interesting that you might maybe recall or remember? So I had this sponsee who didn't actually want to walk the program. He wanted to see if we are bad people. He wanted to do the program or he didn't want to? He kind of did and did not. Like he was waiting for something wrong to happen, you know.
У меня был один подспонсорный, который вот так вот между небом и землей то делал, то не делал. Ему очень хотелось доказать самому себе, что мы что-то здесь неправильно делаем. Мгм. Every time I read with him from the program, he always intimidated me and tried to make fun of the program. Каждый раз, когда мы читали книжку или занимались по шагам, он все время меня подкалывал, все время издевался и каким-то образом пытался меня задеть. And I felt that this guy will never stick around. И я был уверен, что этот парень у нас не задержится. I spoke with him that I am here helping him freely, and I don't have to put up with his sarcasm. Мгм. И я с ним поговорила достаточно честно. Я сказала, что чё выпендриваешься, сарказм здесь неуместен, и я это позволять не буду. Because there are other people who really want to work the program. Потому что есть другие люди, которым я могу помочь, и которые хотят этого. But if he wants to work the program, I will always be there for him. Ну, а если он все-таки решит не делать программу, но будет держаться со мной на связи, я всегда буду открыт для помощи. And even though I was very skeptical of that person, he is now in having a very great program. Я был очень скептически настроен в плане его выздоровления, не верил в это. И теперь я смотрю на этого парня, и он прекрасно выздоравливает. And he taught me something that it's not up to me to decide who will quit and who will not. Ну, этот парень, он меня, в принципе, показал мне, что это не на мое усмотрение, желание или знание, кому выздоравливать, а кому нет. I just have to do my part and leave the rest to God. Я должен просто выполнять свою работу, а результат отдать Богу. Because God can do for me what I cannot do for myself. Потому что Бог может сделать для меня то, что я не могу сделать для себя сам. And that's all. Thank you. Perfect, thank you. Very good. Спасибо. Краткость, сестра таланта. Мгм. У нас один вопрос затерялся в чате. Там, были ли у тебя бескорыстные поступки? Если да, то расскажи, пожалуйста, приведи примеры бескорыстных поступков в программе. Спасибо. How was your selfishness? Selfishless. Бескорыстие это как? Selfless. Altruism? Selfless. Selfless. You're selfless. How does it project into your life? If you maybe can give us a couple of examples in terms of the maybe carrying the 12 step. You mean like the opposite of selfishness? Yeah, yes, exactly. The altruism. Okay. So like in my beginning of my recovery, I didn't really understand and like I have never tried to help someone else other than myself and be very keen that people stop alcohol like I do in the beginning of my recovery. Мгм. В начале моего выздоровления я вообще не понимала, и зачем кому-то помогать. Я была очень сфокусирована на себе. And also after I have been recovered, it was a transition from being still an alcoholic personality to an alcoholic but helping others. Мгм. И вот когда я начала уже выздоравливать по-настоящему, вот тогда как раз произошла эта транзакция из того, что я стал эгоистичным алкоголиком, я стал алкоголиком, который хочет делиться чем-то с другими. It's when I started working with other sponsees that I felt so much happiness and it was also helping me. Мгм. Это случилось, когда я начал передавать программу другим, и через своих спонсируемых я вдруг ощутил какое-то непонятное счастье и радость, которую раньше я не использовал, и в то же время я понимал, что эти ребята помогают мне получить вот это вот ощущение. Мгм. When I started helping others, I felt like I was helping Mustafa. Как только я начинаю помогать кому-то другому, я знаю, что я прежде всего помогаю Мустафе, себе. Because it gave me great joy to
see someone else like have what I was given, and I also understood that others who have given me this gave me part of their life. Мгм. Это такое счастье наблюдать, когда у них начинает получаться то, что получилось у меня, и что я был частью и свидетелем этого процесса. They really took me from someone who is suicidal and wanted to take his own life Меня to также, someone. вот я вот, допустим, вот, например, у меня парень был, который хотел суицид совершить. И дальше. I cannot pay them back what they have done for me, but I can do what they have done for me to others, and this is a debt I cannot pay for my whole life. I owe them my life. Мгм. И вот таким образом, когда все это, значит, прошло и закончилось, и выровнялось, когда я вижу вот этот результат, который происходит у меня на глазах, это не может не вдохновлять, и это не может не выздоравливать. It just gives me great joy when an alcoholic calls me and asks for help. Это такой кайф, когда какой-то другой алкоголик звонит мне и спрашивает о помощи. And I really don't want anything back from them, just to И stay самое, sober, и самое главное, я ничего от них больше не хочу. Я просто хочу, чтобы они оставались трезвыми. which is something new for me, Но это совершенно большие новости для меня. but I love it. Но я это очень люблю. Perfect. Next. Спасибо, спасибо за ответ. Действительно, впервые в жизни, в моей жизни тоже появились люди, в которых я ничего не хочу. Они сами мне все дают. Мустафа, а вопрос следующий. Расскажи, пожалуйста, о своей домашней группе и какой у тебя там слушание. Mustafa, would you please share about your home group and if you have any service at that specific meeting? So I don't have a service at my home group, but I have a service as the area treasury. У меня вот конкретно на моей домашней группе служения нет, но я казначей нашего объединенного какого-то объединенного какого-то вот этого пучка района, типа того. So I take care of also the website in AA Egypt. И я также занимаюсь разработкой нашего сайта и поддержанием его. And I put on it like every updates, and I have never had any good background of websites or how to handle them. У меня никогда не было IT какого-то бэкграунда или подготовки, но я стараюсь изо всех сил не пропускать ничего и делать аккуратно. Nor do I like holding any financials, and I'm very scared of it. И точно так же я никогда не занимался финансами, я вообще их очень боюсь. But I have talked to people who held these services before, and they told me they were also scared. Но когда я поговорила с другими казначеями, которых это служение было до меня, они мне говорят, мы тоже боялись. And they helped me like understand these services, and now I'm doing it. And I never thought I can like handle websites or handle financials. И вот сейчас я это начал делать, и у меня вроде бы получается. И я никогда в жизни бы не представила, что я могу заниматься там какими-то финансами, деньгами или поддержанием сайта. So this is a skill I'm grateful for in AA. Я очень благодарен за эту науку. That's Good. Да, здорово. Меня тоже анонимные алкоголики научили очень многим профессиям, от продажи маек до переводов. Класс. Спасибо большое за опыт. Пожалуйста, расскажи о своих спонсорах и смене спонсора, если были такие мотивы, результаты, если была перемена спонсора. Mustafa, can you please share about your experience with your sponsors? How many you had? Why did you guys decided to take it apart? What did you get out of this experience? so I feel like after now I understand that each sponsor I had
was given by my higher power. Вот только сейчас я начинаю, оглядываясь назад, понимать, что каждый из этих спонсоров был мне дарован Богом. Each one of them was where I really wanted to be at. Like И state. каждый, Oh, и каждый из них был мне дан вот именно в то время и для того моего состояния, которое мне нужно было на тот момент проработать именно с этим человеком. I'm grateful to all of them, and I have been with two sponsors that I have changed, and then now that one that I'm constantly with. So you had three, right? Three only, yeah. Two that have Okay. changed. Да, значит, я поменял 2 спонсоров, и я до сих пор остаюсь с ними в контакте, и у меня сейчас 3-й спонсор, который еще является моим проводником. I've been with my current sponsor right now for 2 years, and I trust him with my life. И вот с настоящим спонсором я работаю уже 2 года, и я доверяю ему полностью свою жизнь. He's the person I felt okay to share the step forward. Это вот как раз был тот человек, с которым которому я смог рассказать все свои страшные секреты, которые раньше умалчивал. He is a sponsor that likes to only work by the big book, and he has the same mentality as I do. Он очень глубоко работает по Большой книге, и у нас приблизительно одни же и те же взгляды на это. The good thing is that I actually was introduced to him by a Russian friend. Это интересно так, потому что меня познакомил с ним мой русский друг. He was, and I never saw him before in my life. We talk on Zoom only. Я никогда его раньше не видел в моей жизни, мы только разговаривали по Zoom. But for 2 years now, we have been talking each week. Но теперь, вот в последние 2 года, мы с ним разговариваем постоянно и как минимум 1 раз в неделю. And I owe him I owe him my life. И я его должник, я ему должен мою жизнь. He has a very strong program, and he helps me give that to others. У него очень сильная программа, по которой он работает и передает эту программу. И то же самое стараюсь сделать я. Спасибо. Спасибо за ответ на вопрос. Поставь мне, пожалуйста, Игорюш, поставь мой вопрос там в конце где-нибудь, ладно? У меня он тоже есть. Хорошо. Так. А твой вопрос ты его озвучишь? Я его озвучу, когда моя очередь подойдет. Я же не хочу там залазить впереди народа. Или больше вопросов нет? Да нет, куча вопросов. Оля, поставь, пожалуйста, очередь Ларисы вопросы, а мы озвучим, что пришла очередь Ларисы. Вот. И следующий вопрос звучит таким образом. А изменился ли Мустафа за 5 лет? Стал ли он другим? Какие изменения? Mustafa, please tell us about Mustafa. For the last 5 years, how this guy's changed? Okay, so this guy changed from thinking that from trying to actually end my life because I thought that I can't stop drinking, to a person that can stay sober even though I could not stay for 1 day. Yeah. Ну, этот парень пил и не мог остановиться, и он также хотел покончить жизнь самоубийством. Сейчас этот парень трезвый, здоровый и живет день ото дня достаточно достойно. A scared person, in the past, I was a scared person, full of resentments, full of rage and anger. Тот Мустафа, он был полон зла, обид и страхов. I was a person that can never admit any faults. Я был как раз тем человеком, который никогда не признавал свою вину или ошибок.
I was a child and I was dishonest, Я был просто бесчестный мальчишка. and a lot of people did not trust me that much or count on me. И люди не доверяли мне и сторонились меня. To now, I changed to a person where they can trust with financials. Сейчас я fellowship, превратился сейчас я как раз тот человек, которому они могут доверить их финансы. a person that has a purpose in life other than Человеку, у drinking, которого есть цель жизни, помимо того, чтобы просто напиться. and an individual that can admit and be vulnerable and admit his faults and have a total, complete different personality than before. Мгм. И я не боюсь быть уязвимым, я не боюсь стесняться, там, допустим, своих страхов. Я не боюсь быть тем, кем я есть. Because in the past I thought that the person who was drinking, who was drunk, was actually the real me. Потому что вот когда я пил в прошлом, мне казалось, что когда я напьюсь, вот это вот настоящий я. And I didn't think the sober Mustafa was worth to be around. И я думала, что вот тот, если я протрезвею, вот тот трезвый Мустафа, он просто не заслуживает, чтобы находиться в этом мире. Because sober Mustafa is a loser. Потому что вот тот трезвый Мустафа, он лузер, он проигравший. But this is not true at all. This was just me at a very bad state. Ну, это всего лишь навсего, вот я был вот как раз в том плохом районе. The real person, the real Mustafa is the one sitting right now, and I'm happy that I can understand that after being sober. И настоящий Мустафа, вот он как раз сидит сейчас перед вами, и я счастлив, потому что я могу это смело заявить. Nice. Спасибо большое, очень душевно. Прям, ух, It was классно. very heartbroken. Thank you. No, heartfelt. Heartfelt, okay. Как вопрос, классный вопрос, очень отзывается. Как различить саможалость и заботу о себе? Mustafa, how do you differentiate between self-care and еще разочек, Саможалость и заботу о себе. Self-care и self-care versus self-pity. self-pity. How do you know the difference between self-care versus self-pity? Yeah, self-pity is something happening to you, and then you want to like you want to dive into depression. Когда у тебя начинается саможалость, я, как правило, начинается депрессия и просто хочется умереть. And I love self-pity. I like more of depression and more of self-pity. Like alcohol, И я it's the same. обожаю эту саможалость. Вот давай еще навешивай на меня, я буду купаться в ней. Self-care for me is when life doesn't go very good, but still I can go outside and get a cup of coffee and by myself enjoy the sun. А вот когда я забочусь о себе, даже если те дни, когда мне очень нехорошо или плохо, я все равно выхожу в этот мир. Даже если я просто иду, куплю себе кофе, посижу один, просто попью наедине с собой. Вот это вот называется как раз забота о себе. Also, self-care is when I want to have self-pity, but still I choose to go and help others. This gets me out of self-pity. Да, и тем не менее, вот эта вот забота о себе, она выражается также, когда я попадаю в саможалость, и тем не менее заставляю себя выходить и быть полезным другим. Мне это помогает. Because when I have self-pity and I go and help others, even though I don't want to, when I'm in this state, this is a form of self-care for myself as well.
Когда я в саможалости купаюсь, я 100% не хочу никому помогать и быть полезным. Но когда я это делаю, я как раз ощущаю, что я о себе забочусь таким образом. So the best solution for me for self-pity is go and help others. То есть самое лучшее решение этой проблемы — это просто выходить из своей головы и идти помогать другим. Especially alcoholics like myself. Особенно таким, как я, алкоголикам. Yeah. Спасибо большое за ответ. So, pity is my drug. Следующий вопрос. Как складываются отношения с подспонсорами, если он срывается? How do you treat sponsees who relapses? What your relationship with them looks like? So when a sponsee relapses and he wants to come back to the program, the first thing I tell him is that he has to first go to as many meetings as possible and then talk to me. Когда такой человек срывается, и у него все-таки есть силы вернуться, он возвращается в программу, я ему говорю: ходи насколько можно больше митингов, групп, насколько ты можешь. Вот походишь, потом возвращайся ко мне. And if they don't want to go to any lengths or they don't want to or they are not they have not reached rock bottom enough, I tell them like, when you do, please come back. Когда я чувствую, что он вот этого дна своего драгоценного не дорыл еще, не допил, я ему говорю: ну, слушай, когда дороешь, приходи ко мне обратно. Because I cannot force anyone to quit or anyone to drink. Я никого не могу заставить ни бросить пить, ни начать пить. As the program says, the only requirement for membership is the desire to stop drinking. И единственное условие, которое у нас есть, это всего лишь навсего желание бросить пить. I tell them that they have to really have to go to any length to get it and really want to stop alcohol. И если они действительно хотят этого, то они должны быть готовы абсолютно на все. It is not their fault that they have relapsed because it's a cunning, powerful, baffling disease. Это не их вина, то, что они сорвались. У нас болезнь, которая коварная, сбивающая с толку и очень мощная. But still, they have the choice to either they had the choice to drink or to come back and work the program. Но, тем не менее, у них всегда есть выбор перед тем или продолжать употребление, или вернуться в программу. And I leave it at that and pray for them. И я вот где-то вот в этом месте это оставляю все, и я начинаю за них молиться. Yeah. Спасибо большое. Сейчас, одну секундочку, к следующему вопросу подберусь. Следующий вопрос. Нужно ли менять спонсора, если нет доверия и нет желания ему открываться? What do you think? Is it a good idea, Mustafa, if, let's say, you work with a sponsor, but you don't have trust in this relationship? Is it a good sign that you need to change the sponsor? Yes, for me, I don't know about anyone else, but if I don't trust my sponsor, then I can't work with him. I will be dishonest if I work with a sponsor I don't trust. Я не знаю, как насчет остальных, но в моем случае я знаю, что если я не доверяю своему спонсору, я 100% с ним нечестен, а для меня это совершенно неприемлемо, поэтому я с таким спонсором расстанусь. Спасибо за ответ. И как продолжение этого же вопроса, да, как немножко конкретизировать. И следующий вопрос звучит так. Когда имеет смысл поменять спонсора? Когда имеет смысл? Поменять спонсора. Когда имеет смысл поменять Он вроде бы спонсора? ответил на это или нет? Он ответил, да. Ну вот у нас два таких вопроса, немножко пересекающихся. И можно попробовать как подытожить, да. Все-таки регламент мы не можем.
So the next question, Mustafa, will be probably a little bit similar to the previous one. They just want to hear your answer. So when exactly is the right time to change the sponsor? The right time to change the sponsor is, for me, is when I don't feel like what my sponsor is giving me is helping me in my recovery anymore. Ну, для меня это, наверное, как раз то самое время было, когда я чувствовала, что спонсор, он мне перестал помогать в моем выздоровлении. And by that, I don't mean that I am resentful at my sponsor for saying the truth. И это не значит, что я сержусь или обижаюсь на своего спонсора за то, что он мне сказал правду. I mean that I have tried everything and worked with my sponsor very well, but still I felt that, you know, it's now I need to, it's a feeling that now I need to go to another person. И я действительно даю какую-то возможность поработать с этим спонсором, протестировать эти наши отношения. Но когда я чувствую, что пора время расставаться, я это чувствую, и это знаю, что да, вот это как раз тот самый момент. I do not recommend that you leave the sponsor because I had this idea of escaping from one sponsor to another. Я не рекомендую никому менять спонсора только для того, чтобы поменять спонсора и бегать по спонсорам. But it is also a two-way communication. Like for me, it's a feeling when you feel that this sponsor gives you really a program, you will feel it. Здесь, наверное, нужно прислушиваться к себе и к своим чувствам, потому что вы обязательно осознаете, помогает вам этот человек, есть у вас с ним коннект или нет. Or also if you are feeling that your sponsor is drinking or doing something against the program, this is a good chance to leave a sponsor. И также, если вы чувствуете, что ваш спонсор, допустим, нечестен с вами, или он там прихлебывает тайком, то это 100% индикатор того, что нужно расставаться с ним. But I have also learned that I can be resentful and want to change my sponsor and then communicate more with him and figure this out and stay with the sponsor. И если вдруг ко мне приходит идея, да, мне нужно поменять его, самое лучшее, наверное, это будет просто сделать диалог, обсудить это все честно и понять. Может быть, все-таки есть смысл продолжать, не обязательно рубить это все с плеча. My current sponsor told me that I am not your business partner, I am not your relationship manager, and this made me feel more comfortable to have him as a sponsor. И мой спонсор, он мне все время повторяет, что я не твой менеджер по отношениям и не твой финансовый этот advisor, советник. Все, что мы делаем, это всего лишь навсего пытаемся друг другу помочь, и это должно быть честно. He also set boundaries that he's also not my therapist, but he is just another alcoholic helping me go through the steps. И также он никакой не психотерапевт для меня бесплатный, он такой же алкоголик, который просто-напросто помогает мне понять и пройти шаги. And by setting these boundaries, he made me more comfortable to trust him. И вот как раз, когда мы начинаем обсуждать это, и когда вот эти вот границы или какие-то условности стираются, вот тогда у меня начинается к нему доверие. So we have this honesty and communication between each other that keeps us going. То есть всегда должны быть открытые каналы для обмена мнениями, опытом, и обязательно должна присутствовать честность в этих отношениях. No matter how much I feel something bad towards him, I never get scared to go and tell him. Say it again, please, the last part. Even when I'm mad with my sponsor in something, I go and talk to him. Даже когда я злюсь на своего спонсора и не понимаю его, я все равно стараюсь наладить диалог и проговорить с ним эти вещи. And he is, as a good sponsor, he understands and talks to me back, and we communicate with each other.
И если это хороший, он хороший спонсор, значит, он обязательно меня услышит, а у нас возникнет вот это вот общение, и мы расставим все по местам. Because at the end of the day, I am an alcoholic and he is an alcoholic as well. Потому что в конце дня мы все равно оба всего лишь навсего алкоголики. We are not perfect people, but we work great with each other. Мы совершенно не совершенны, и мы совершенно не хотим этого. Мы просто стараемся делать все по мере и по силам. And I'll leave it at that. И я бы на этом закончил. Мгм. А ты как классно развернул, хоть прям инструкцию, когда менять спонсора можно Я тебе напечатать. Это говорю, только шикарно. успевай. Да-да-да, отлично просто. Следующий вопрос. Был ли Бог в твоей инвентаризации? В четверке в смысле. Ага. Мгм. Мгм. Мустафа, when you were working on your step 4, was there any part that you were resentful on God? Was it in the first column, the word God or your higher power? Yes, of course, but I don't remember which column. I was very resentful towards my higher power. Да, конечно, я очень обижался на свою высшую силу. But I remember that I felt so bad that I was resentful towards my higher power. Но я до такой степени был озадачен и смущен тем, что я имею право, оказывается, обижаться на своего Бога. And I went to a meeting and shared that I think that I'm a bad alcoholic because I was resentful at my higher power. И я, говорит, пошел на собрание, на группу и повинился там. Я, наверное, очень плохой алкоголик, потому что я на Бога обижаюсь. And they all started laughing because they have also felt the same way before. Ага. И они, конечно же, все смеялись, потому что половина из них, она чувствовала то же самое в свое время. When I spoke with others about my resentments toward my higher power, I felt free. Когда я проговорил вот эти вот глупые свои как будто бы обиды на Бога, то я почувствовала какую-то определенную свободу от этого. Because it's easy, because I have been coming from a religious background where you only fear God. Мгм. Потому что для меня это было на самом деле трудно. У меня история моего, как говорится, моей культуры это то, что мы должны Бога всегда бояться. But after my admission to God that I was resentful towards Him, I was not anymore. И вот когда я признался Богу, что я на него обижаюсь, я на него почему-то обижаться перестала. Because I was now honest and not just scared. Потому что я наконец-таки был честным, а не испуганным. And my higher power has been gentle on me when I was resentful on Him. И моя высшая сила, она была очень внимательна и очень бережна ко мне во время этого всего. That's Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос от Валеры. Кем работает Мустафа? Как его работа изменилась за время трезвости? Мгм. Mustafa, if you may please share, what do you do and how your professional life changed since your recovery time? So now I'm back to studying data and AI, data What is that? analysis and data Oh, analysis. data. Ага. Yeah, Сейчас он продолжает учебу в IT-индустрии. I've been managing properties for living on a site. И также я занимаюсь недвижимостью, администрирую недвижимость. Мгм. Like rentals and renovating apartments and then renting it and taking commissions. We are colleagues. Really? То есть он сдает квартиры под съем, под аренду и также ремонтирует их под сдачу. Мгм. But now I have been interested in data analysis and AI as a subject.
Ну, сейчас я просто software инженер, и вот это вот как раз я занимаюсь больше по компьютерам. So now I'm taking courses and I'll see where that will get me. Мгм. И я беру очень много всяких разных профессиональных курсов вот именно на эту тему. I have never thought about, I have never been interested about that before in my life. Я вообще никогда не был заинтересован в этом, ни разу в жизни. But I think when my brain started thinking clearly and smarter when I stopped drinking. Ну, я когда наконец-таки протрезвел, такое ощущение, что мои мозги тоже проснулись, и начались какие-то новые интересы в моей профессиональной жизни. И вот этим я конкретно занимаюсь. Мгм. And every now and then I discover myself more and more and get to know myself more. И каждый раз я обнаруживаю, что я еще совсем не знаю себя, и каждый раз это новое знакомство с собой, что-то, когда я начинаю делать что-то новое. So right now I'm studying one day at a time. И теперь только сегодня я учусь. That's all. Мгм. Здорово. А где все началось? В анонимных алкоголиках. Где же еще? Yep. It's all started here, right? Следующий вопрос. Ты говоришь, что постоянно разговариваешь с Богом. Как ты понимаешь, что Бог тебе отвечает? Как ты понимаешь, что именно Он тебе отвечает? И научился ли ты отличать волю Бога от собственной воли? Мгм. Mustafa, you mentioned that you are speaking to God directly and whenever you want, and this is like sincere conversation. But how do you know that you hear Him correctly? What is His will? What is your will? And how do you differentiate His voice from your voice? Okay, so for example, I speak to God. I spoke to God before this convention, before speaking here, and I told him, God, uh, like make me say what you want me to say, not what I want to say. Мгм. Вот, Uh, допустим, смотрите, ребята, перед сегодняшней встречей я молился Богу и говорил ему, пожалуйста, дай мне произнести и быть услышанным в том, что ты хочешь сказать им, а не то, что там хочу, допустим, донести я. Мгм. because I know that God works in my life with mysteries and stuff that I don't really will do by myself will. Мгм. Я знаю, что Бог работает совершенно чудесными вещами в моей жизни, как Он все это выкручивает и преподносит мне. И я знаю, что теперь, в принципе, я могу на это рассчитывать тоже, когда я обращаюсь к Нему. And as an alcoholic, if I listen to my voice that I think I would like God to say, it will be a very bad voice. И если, допустим, я что-то начинаю про себя проговаривать, и если это мой алкогольный голос, то я 100% теперь уже могу отличить его от Божьего голоса. My voice will be selfish and always seeking my own motives. Самое главное, что вот этот голос, он как раз всегда будет очень сфокусирован на себе, очень эгоистичный и зацикленный. God's voice will be stuff that don't usually go my way, but they are going to be good for me. Обычно голос Бога, он проявляется то, что я не всегда хочу, чтобы вот именно так происходило или сбывалось, но в конечном результате я знаю, что это будет очень-очень хорошо для меня. And answers might not come directly. И не всегда вопрос приходит конкретно, вот прям вот мне в голову из неба. It might take a long time for my prayers, and by that I have all the wrong answers and voices of God that I think God is telling me. Мгм. И иногда берет очень долгое время молитвы и усидчивости в этом, когда я пытаюсь различить свой голос, что он мне там говорит, велит или бубнит, от именно того голоса, который мне нужно учиться слышать. And I have to always remind myself that
It's not my timing, it's not my will. Like the every understanding will come when God wills. Мгм. И я каждый раз себе напоминаю, что это не мое дело, и это не моя воля. Я всего лишь навсего должен набраться смирения и услышать его волю и подождать развязки той или другой ситуации. And it also helps when I share my bad thoughts of God answers with others. И мне очень помогает, когда я начинаю слышать других, потому что моя сумасшедшая голова, она начинает рассказывать всякие сказки и заводит в тупик иногда. Так вот, через других также приходит вот эта весть от него. Because they will bring me back to sanity, and also the fellowship is a form of God's voice. Это вот как раз та ситуация, когда люди выводят меня из моего внутреннего безумия, и когда я начинаю слышать через них его. So I just have to pray for the answers, and the answers might not always be words. Not always be. Words, like voices. И, мгм. Я продолжаю молиться. Если мне нужны ответы, я очень настойчив в этой молитве. И иногда это бывает через мысли, а не через слова. It might be a new chapter of life or doors being opened. Это возникает какая-то новая возможность жизни или какие-то новые двери открываются передо мной, и это ответ. And I have to be patient, but I'm very bad at being patient. И вроде бы я должен быть очень patient. Ой, Кать, Терпеливы, голова. терпеливы. Я очень должен быть терпеливым и спокойным, но не всегда получается, потому что я же алкоголик. Yeah, that's all. Мгм. Спасибо большое. Надо записывать. Все очень интересно и познавательно, Лариса. Спасибо тебе большое. Это тяжелое движение. Ты прекрасно справляешься. Так хорошо сегодня выглядишь. Ты даже поставила на это. На большой экран. Что я сижу, любуюсь. Очередь твою. Жди. Моя? Мгм. Мустафа, this is my question actually. Where are you? Let me find you. Okay. Egypt and AA. Women in Egypt and AA. What's the deal with that? Я спросила его, потому что Египет — это достаточно, такая интересная страна, как Египет, АА и женщины. Вот именно женский алкоголизм проявляется вот именно в этой стране. If you can share, please, specifically about us girls in Egypt. Not us, but A. Yes, I understand. So we actually have growing amounts of women in Egypt, AA, and like some people think that Egypt is a bit conservative, but surprisingly, in our AA fellowship, we have a lot of women. Да, Египет считается вроде бы как достаточно консервативной страной, но тем не менее, к нашему удовольствию и неожиданности, у нас оказывается очень много женщин, которые страдают от этого заболевания. We have lots of women doing service as well in AA. Мы также люди, женщины, они также и служат в АА. And we have old-timers, Egyptians and non-Egyptians women helping other women as well. И также их помощь другим проявляется через тоже, это независимо, египтянки они или иностранки. So we had the chairperson, for example, for AA area in Egypt was a woman in the past 2 years. Say it again, please. It's a little loud here. The area chairperson in Egypt for the past 2 years was a woman. Кать, ты поняла? Что-то какая-то эрия у них была чисто женская в Египте. Ты поняла, нет? Ну да, там chairperson, главной в эрии была женщина. Главное, в вот в районе. этой эрии. А Мгм. эрия, как по-нашему сказать? Район. Район. Окей.
And we also give awareness in the fellowship that men sponsor men and women sponsor women. Мгм. И мы также несем несение вести, мы также делаем через спонсорство, как для мужчин, так и для женщин. So the AA here in Egypt, like women are in a safe space. Для женщин мы считаем в Египте выздоравливать в АА — это достаточно безопасное пространство. Yeah. Nice. I need to visit. Супер, на этой замечательной ноте, наверное, мы с вопросами уже заканчиваем. Мгм. Огромное спасибо, Мустафа, Да, Лариса. я переведу ему, ладно, и я тогда выйду, если можно. Дайте, пожалуйста, номер телефона, если он Мгм. поделится. Mustafa, we had a lot of gratitudes and prayers and blessings in the chat, and personal thanks from Igor and Katya, our leaders for today's meeting. And if you please share the phone number, so if Yes. anybody has questions, maybe they will contact you. Sir, it's been a pleasure to translate it today. Thanks for all your humor, for all your wisdom, and all your wonderful, wonderful recovery. Thank you so much, Larissa. Thank you, Katya, and thank you, Igor. And I have left my phone number here. I also have WhatsApp. Awesome. Nice. Thank you so much.